Всем привет и добро пожаловать! Меня зовут Андрей Соколов, и это 4-е видео из вводной части видеокурса по созданию комплексных сцен в программе Blender. В этом видео мы начинаем рассматривать программу Blender. Чтобы скачать программу Blender, это бесплатный профессиональный 3D-редактор, мы заходим на сайт blender.org. Из главной страницы она может отличаться в вашем варианте, потому что эта картинка у них меняется постоянно, и дизайн тоже. Но в любом случае на главной странице, как правило, есть синяя кнопочка с надписью Download Blender. По этой ссылке находится самая последняя официальная стабильная версия программы Blender. Она достаточно часто обновляется. Мы нажимаем Download Blender, нас переносит на страницу скачивания. Мы нажимаем Download Blender текущую версию 2.9.3.5, например, в данном случае. Вам говорят, что от вас захватывает дыхание. Дожидаетесь окончания загрузки, после чего устанавливаете программу, как вы обычно устанавливаете программу на Mac, Windows, Linux или в той операционной системе, которую вы используете. После установки и запуска программы вы переместитесь в главное меню программы. У вас оно будет отличаться, скорее всего. Во-первых, у вас будет версия уже более новая. Скорее всего, на тот момент, когда вы будете смотреть это видео, уже выйдет Blender версии 3.0. Но это не очень важно, потому что большинство тех функций, которые мы будем использовать, я уверен, что останутся и в более новых версиях программы. У вас будет окошко с основными настройками. Оно будет выглядеть примерно следующим образом. У меня его нет, поскольку программа уже установлена, и при повторном запуске оно уже не появляется. Оно будет выглядеть у вас приблизительно вот таким образом. Вас спросят, осуществлять ли выбор объектов с помощью левой или правой кнопкой мыши. Но привычнее осуществлять все при помощи левой кнопкой мыши, когда вы что-то выделяете в других программах. Я использую правую кнопку мыши, потому что она была еще в старых версиях, и я так привык, поэтому я буду использовать правую кнопку мыши для выделения объектов. Spacebar Action – это то, какое действие у вас будет находиться на горячей клавише пробел. У меня оно выставлено на Play. И 3D View, соответственно, настройки вы можете посмотреть, какие у меня тоже здесь установлены. Также, если у вас уже был установлен Blender до этого, вас спросят, использовать ли настройки предыдущей версии. Соответственно, решите, использовать или нет, имеется в виду всякие аддоны и настройки прочие программы. У меня все настройки остальные выставлены по умолчанию. Итак, это я закрываю, и мы видим такой или похожий экран, скорее всего, картинка здесь будет отличаться. Для того, чтобы перейти в дефолтную сцену, с которой мы начинаем работать, мы просто щелкаем где-нибудь вне этого поля и перемещаемся в ту сцену, с которой всегда открывается Blender по умолчанию. Главное окошко здесь — это 3D Viewport, в котором мы будем производить все действия с объектами и настраивать большинство наших моделей. Сразу под viewport располагается Timeline, временная шкала. Ее мы будем использовать для воспроизведения и работы с анимацией, для установки ключевых кадров и подобных вещей, о которых я буду говорить в дальнейшем. В правом верхнем углу у нас находится Outliner. Это место, где располагается списком все объекты, которые можно здесь выделять. Когда у вас объектов находится в сцене очень много, то это бывает очень удобно. Также здесь можно добавлять коллекции, которые фактически это то же самое, что папки. То есть можно эти объекты располагать по папкам, но они это не просто папки, у них, конечно, более расширенный функционал, о котором мы поговорим позже. Ниже располагается меню с различными настройками различных частей Blender. Здесь есть несколько вкладок, это настройки рендера, где мы выбираем рендер-движок, например, и V-Cycles и так далее, и делаем все настройки, о которых будет позже сказано. Output Properties, параметры выхода, где мы настраиваем, куда будут рендериться наши файлы и в каком формате это будет происходить, а также множество других настроек, отвечающих за самые разные вещи. Например, за настройки текущего визуального слоя, который сейчас находится в View-Layer, он называется. Можно добавлять несколько визуальных слоев. Как знаете, в Photoshop есть там несколько слоев, можно добавлять. То же самое можно сделать и в программе Blender, только уже с трехмерными объектами. Настройки с текущего слоя, настройки сцены. Видите, здесь есть гравитация, метрическая система, которая используется, в данном случае просто 1 юнит, то есть одна клеточка равна 1 метру по умолчанию. Ниже располагаются настройки мира, то есть настройки мирового освещения и картинки окружения. Еще ниже настройки объекта. Остальные вкладки будут зависеть от типа объекта. То есть, когда я выделяю, например, объект-источник света, у него будут свои параметры, у камеры будут свои параметры. Видите, здесь меняются иконки. У объектов типа Mesh будут свои параметры, соответственно. У объектов типа Mesh, в частности, следующая вкладка — это окно с модификаторами, которые видоизменяют существующий объект. Это один из способов моделирования.
Далее идут системы частиц, система физических свойств, где можно добавлять всяческие симуляции, жидкости, дыма, ткани, твердых и мягких тел и тому подобное. Констрейнты, которые позволяют привязывать различные свойства одного объекта к свойствам другого объекта. Об этом мы будем говорить позже. Свойства меша, то есть свойства самой геометрии объекта внутри объекта. Свойства материалов и свойства текстур. Обо всем этом мы будем говорить позже в течение этого курса. Сейчас перейдем в главное 3D Viewport, где будет происходить большинство работы над проектом. Навигация в 3D Viewport осуществляется в основном за счет колесика мыши. Мы нажимаем и удерживаем колесико мыши и вращаем точку обзора вокруг выделенного объекта. Для того, чтобы у вас точка обзора вращалась вокруг выделенного объекта, можно это проверить, что эта настройка у вас включена, надо зайти в Edit, Preferences, Navigation и выделить Orbit Around Selection, чтобы у вас была включена эта галочка. Blender изменение настроек сохраняет при выходе из программы, но периодически программа вылетает, это с ней бывает, при сложных проектах особенно. Поэтому, чтобы убедиться, что у вас все изменения, которые вы настраиваете в Preferences, сохранились, нужно перейти вот сюда, в эти 3 полосочки и нажать Save Preferences. Таким образом, он запомнит, что нужно вращаться вокруг выделенного объекта. Закрываю окно с настройками. Итак, с нажатым колесиком мышки мы вращаемся вокруг объекта. Если мы при этом удерживаем клавишу Shift, то с нажатым колесиком мышки мы перемещаемся влево-вправо, вверх-вниз вокруг объекта. Если мы удерживаем клавишу Ctrl, то с нажатым колесиком мышки, двигая его вверх и вниз, мы приближаемся и удаляемся от объекта. Ну, все достаточно просто. То есть, еще раз, просто колесико мышки нажатое – это вращение вокруг объекта. Shift плюс нажатое колесико мышки – это перемещение точки обзора влево-вправо, вверх-вниз. И Ctrl плюс нажатое колесико мышки – это приближение и удаление к объекту. При работе с Blender крайне рекомендуется использовать клавиатуру, на которой есть numpad. То есть вот эти вот несколько клавиш с цифрами, которые находятся справа от основной клавиатуры. С помощью numpad, например, мы можем центрироваться на какой-то объект. То есть, например, выделить некий объект в аутлайнере, если мы, например, даже не знаем, где он, и нажать на numpad кнопку Delete или точку. Таким образом, точка обзора у нас центрируется на этот объект. Это бывает очень удобно. Также это бывает удобно в тех случаях, когда вы подлетели слишком близко к объекту и ближе подвинуться вы не можете. Вы нажимаете точку, и теперь вы можете приближаться к нему настолько, насколько вам нужно. Также с помощью numpad можно перемещаться в ортографический режим обзора, то есть в режим, в котором у 3D-объектов нету перспективы. Ну, то есть сейчас, как мы видим, вот эти вот полосочки пола, они где-то там вдалеке сливаются в одну точку, правило перспективы, да? А ортографический – это режим, сейчас я нажимаю опять, когда они просто идут ровно параллельно друг другу до бесконечности. То есть это режим с отсутствующей перспективой. Если нажмем клавишу 1, то мы увидим кубик ровно в ортографическом режиме спереди. Если 3, то сбоку. Если 7, то сверху. Это может быть не очень очевидно. Давайте сейчас кубик я удалю. Удаление объектов производится, когда они выделены при помощи клавиши X. Английская X на клавиатуре. Нажимаем X и подтверждаем. Delete. Нажимаем сюда кнопкой мыши. Чтобы создать новый объект, нажимаем Shift-A. Множество категорий здесь есть. Мы сейчас выберем Mesh. Переместимся сюда и создадим Monkey, обезьяну, которую зовут Сюзанна. С помощью колесика мышки нажатого я вращаюсь вокруг нее. С помощью клавиши 1 я смотрю на нее спереди в ортографическом режиме. С помощью клавиши 3 на нампаде я смотрю на нее сбоку. С помощью клавиши 7 я смотрю на нее сверху. Точно так же, если я хочу посмотреть на нее сзади, то я нажимаю Ctrl плюс нампад 1. Если хочу посмотреть на нее не слева, а справа, то я нажимаю Ctrl плюс нампад 3. И если я хочу посмотреть снизу, Ctrl плюс нампад 7. Чтобы выйти из ортографического режима, я нажимаю клавишу 5 на нампаде. 5 меняет ортографический режим на режим перспективы. Из любого режима можно выйти, потянув колесико мышки. Он автоматически переключится в режим перспективы и выйдет из этого режима. У всех объектов есть базовые трансформации. Это их положение в сцене, которое называется по-английски location. Это их угол вращения, который называется rotation. И это их размер, который называется scale. Их можно посмотреть, открыв панель справа. Она открывается по горячей клавише N. Она так и называется N-панель. И здесь мы увидим
точные цифровые значения размещения объекта по оси X, Y, Z, точные значения вращения объекта и точные значения размера объекта, а также dimensions. Dimensions определяют размер объекта в реальной величине, то есть сколько на самом деле метров в данном случае. Приближу. Сколько на самом деле метров в данном случае этот объект занимает по оси X. X-ось — это красная ось. По оси Y он занимает 1,7 метра. И по оси Z он занимает 1,97 метров. Ну, большая достаточно такая голова обезьянья. Размер scale определяет ее общий размер. Мы можем ее менять. Dimensions будет тоже меняться. Меняем мы размер при помощи горячей клавиши S. Если мы, нажав клавишу S, тянем мышку, то у нас меняется размер. Если я нажму правую кнопку мыши, то эти изменения аннулируются, и он вернется к тому размеру, с которого мы начинали делать эти изменения. Если я, нажав S и проведя некие трансформации, нажму левую кнопку мыши, то объект останется того размера, каким мы его сделали сейчас вот последний раз. Чтобы обнулить размер, то есть чтобы вернуть его к исходному значению 1,1,1, вернуть ему размер, можно нажать Alt плюс S. То же самое касается вращения и изменения позиции, о которых я поговорю сейчас чуть позже, о горячих клавишах. Alt работает как сброс в то же время. Давайте я увеличу его еще раз. Есть еще одна функция, которая позволяет оставить объект такого размера, каким мы его сделали, но сбросить, чтобы вот здесь было 1,1,1,1. Понятно, да? То есть размер останется таким же визуально, но при этом он вот здесь вот обнулится до единицы. То есть фактически поменяется геометрия внутри объекта самого. Мы можем нажать для этого Ctrl-A, и Blender спросит, что нам нужно применить. Apply. Apply — это применить. Мы можем применить позицию, после того, как она была изменена, Rotation, то есть угол вращения, Scale, All Transforms, то есть все трансформации, либо только Rotation и Scale. Также есть еще множество разных других вариантов, визуальные трансформации и тому подобное. Мы сейчас применим Scale. И теперь мы видим, что этот объект стал размера 1,1,1, но при этом физически его размер поменялся. То есть здесь он уже совсем другой. Если мы с помощью Shift-A, еще раз, Mesh, создадим другую манки, то по умолчанию эта манки будет гораздо меньшего размера. С помощью X и кнопки мыши удаляем его. С помощью кнопки мыши выделяю обезьянку. У меня это правая кнопка мыши, у вас, скорее всего, левая. С помощью Location я могу поменять ее позицию. Также я могу поменять ее позицию с помощью клавиши G на клавиатуре, буква G. Я могу ее переместить куда мне нужно, но так как мы находимся в трехмерном пространстве и непонятно, по какой оси она перемещается, то есть, например, если я буду перемещать вот здесь, то не совсем очевидно, она перемещается только относительно X и Y, или она также перемещается по высоте. Покрутим ее сюда, я вижу, что вот сейчас она переместилась по высоте, у нее изменилась высота. Чтобы четко понимать, по какой оси мы ее передвигаем, после того, как мы нажимаем кнопку G, мы можем ограничить ее движение какой-нибудь одной осью, нажав, например, X на клавиатуре. То есть GX, и она после этого ездит только по оси X. Если я переменю вместо X нажму Y, то она будет ездить только по оси Y. Если нажму Z, то будет ездить, соответственно, только по оси Z. Если я нажму Shift Z, то она будет ездить по осям X, Y, игнорируя ось Z. То есть по оси Z она будет оставаться на месте, будет ездить только вокруг осей X, Y. Если я нажму Shift-X, то, соответственно, то же самое, только по осям Y, Z. Вот она. И если я нажму последний вариант Shift-Y, то она будет перемещаться только по осям X и Z. Так же, как и в случае с параметром Scale. Если сейчас нажать правую кнопку мыши, то трансформации эти отменятся. Она вернется туда же, откуда мы начинали эти трансформации, последние. Если я нажму левую кнопку мыши, то это подтвердит трансформации, и она останется на том месте, куда я ее сейчас определил. Например, вот здесь. Точно так же, как с параметром Scale, я могу нажать Alt, только уже не S, а Alt, G, чтобы вернуть ее в центр сцены. Либо, что используется редко, нажму Ctrl-Z, чтобы вернуть ее на место. Либо я могу нажать Ctrl-A, применить Location, и таким образом вот желтенькая точка, сейчас обратите внимание, вот здесь у нее есть желтенькая точка, которая отвечает за вот эти вот параметры, где она находится, Location, где находится центр этого объекта. Если я сейчас применю размер Ctrl-A, Location, то точечка эта переместится в центр. Но при этом сама геометрия останется здесь. И таким образом, если мы сейчас будем вращать эту обезьянку, например, использовать, или изменять размер, скейлить ее, то она будет скейлиться или вращаться уже относительно этой точки. Таким образом.
Конечно, для того, чтобы вращать объекты относительно других объектов, точек или чего-то еще, есть и более, скажем так, прямые способы, которые мы будем рассматривать в течение этого курса обязательно. Ну, например, можно перейти в это меню и здесь выбрать относительно чего объект вращается. Как правило, локейшн объекта применяется достаточно редко. В основном применяют либо rotation вращение, либо scale, либо rotation и scale вместе. Rotation, раз уж мы о нем заговорили, это вращение объекта, которое исполняется за счет горячей клавиши R на клавиатуре английская. И точно так же, по умолчанию, вращение происходит вокруг точки обзора, вокруг угла обзора. Вот мы смотрим на объект, и вокруг этой оси, которой мы смотрим на него, вращение и производится. Если нам нужно вращать относительно оси X, мы нажимаем RX. Если вокруг Y или Y, RY. Если вокруг Z, RZ. И таким образом мы вращаем объект. И точно так же применить трансформацию левая кнопка мыши, отменить трансформацию правая кнопка мыши. Все достаточно просто. Применить вращение Ctrl-A Rotation. Но имейте в виду, после того, как мы применили Rotation, Scale и Location, объект, его геометрия уже находится здесь, и вернуть ее обратно в эту точку, в тот вид, в котором он был изначально, у нас уже не получится. Это можно сделать только вручную, перейдя из Object Mode в Edit Mode. Это режим, в котором мы работаем уже непосредственно с геометрией объекта. И вот о нем мы поговорим уже в следующем видео.